Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на канал Тортомания. В этом выпуске мы будем делать достаточно сложный цветок, это белый колокольчик. Эти сахарные цветы сделаны из шелковой гибкой мастики. Рецепт специально разработан для изготовления сахарных цветов. Они остаются гибкими все время при правильном хранении. Не ломаются при падении, а также легко переносят транспортировку. Как приобрести мастер-класс с рецептом по шелковой гибкой мастике, вся информация есть в описании под видео. Ну а прямо сейчас я вас всех приглашаю на мастер-класс по белому колокольчику. Перед тем, как окрашивать мастику, нам надо ее хорошенько размять, чтобы она стала эластичной и мягкой. Если она у вас все равно немного плотная, нужно немного добавить влаги. Это нужно смочить руки в обычную чистую воду, встряхнуть, размять мастику влажными руками. Нам нужно окрасить мастику в 2 тона. Берем небольшое количество и добавляем сюда 3 части желтого цвета и 1 часть салатового цвета. Теперь хорошенько смешиваем. Нам нужен тон. Это такой очень нежный пастельный салатовый, который называется первоцвет. В итоге у нас должен получиться вот такой оттенок. И берем еще небольшое количество. Эту часть мы окрасим в светлый салатовый цвет. Вот таких 2 оттенка нам нужно для веточки колокольчика. Дальше берем проволоку номер 24. Вот эту проволоку я разрезаю на 3 части. Беру еще одну проволоку и разрезаю уже ее на 4 части. Нам будут нужны отрезки разной длины. Сначала берем отрезки из проволоки, которую мы разрезали на 3 части. И берем оттенок первоцвет. Отщипываем небольшое количество и скатываем 3 одинаковых шарика. Теперь из каждого шарика нам нужно раскатать вот такие как бы хвостики. Делаем их 3 штуки. Если мастика липнет к пальцам, присыпаем крахмалом. Желательно, чтобы эти хвостики были одинаковой длины, приблизительно 3 сантиметра длиной. После этого собираем хвостики в кучу. Верхнюю часть хвостиков где-то до половины оставляем нетронутыми, а нижнюю часть мы скатываем в одно целое. Берем отрезок проволоки и вставляем внутрь. Хорошо зажимаем пальцами, так чтобы проволока хорошо зафиксировалась. Прокручиваем. Концы хвостиков загибаем. Вот так оно должно выглядеть. Загибаем их наружу. Можно прокатать дополнительно на доске, чтобы стволик у нас был ровненьким. Вот получается тоже 3 сантиметра. Наверное, 3,5, потому что хвостики сверху немного изогнуты. Вот 3,5. Таким способом делаем нужное количество вот таких тычинок и все ставим на сушку. Теперь берем отрезки поменьше и делаем на конце вот такие крючки. На этой проволоке мы будем делать бутончики. Для завязи берем тот же тон, первоцвет. Перед работой хорошенько разминаем мастику и отщипываем небольшое количество. Скатываем вот такую как бы каплю, немного продолговатую. И насаживаем на проволоку. Там, где у нас крючок, должна оказаться заготовка. Хорошенько фиксируем, чтобы заготовка хорошо держалась на проволоке. Такая заготовочка где-то длиной 1 сантиметр 1,5. Они также могут быть разного размера. И теперь с помощью пинцета делаем вот такие защипы. Таких защипов нужно сделать 5 штук. Если пинцетом не получается сразу по всей длине бутончика, то по очередности сначала вверху защипываем и потом рядом продвигаемся вниз. Эти защипы не должны быть идеально ровными, могут иметь слегка изгиб, могут иметь какие-то мелкие дефекты. То есть это в природе все нормально. Вот таким образом делаем также бутончики для колокольчика. Столько штук, сколько нам нужно для веточки. Дальше мы будем делать еще один бутон, но уже из белой мастики. Берем небольшое количество, хорошенько разминаем
Этот бутончик по размеру должен быть немного больше предыдущего. И делаем все то же самое. Создаем вот такую продолговатую каплю. Фиксируем каплю на проволоке. И делаем 5 защипов. Ставим все заготовочки на сушку и оставляем до того момента, чтобы мастика хорошо уплотнилась на проволоке. Желательно это оставить на 12 часов. После того, как наши заготовки хорошо уплотнятся, мы приступаем к изготовлению колокольчика. Берем мастику белого цвета, будем делать по одному колокольчику, поэтому берем небольшое количество. Раскатываем, смотрите, раскатываем не очень тонко, раскатываем где-то в толщину 1 мм, потому что мы еще будем ее растягивать, утончать. И после этого вырезаем. Размеры вырубки и даже скан с образцом я оставлю в телеграм-канале, а в описании под видео только напишу размеры. Нам немножко нужно доработать, поэтому мы слегка еще раскатаем, увеличим в размере где-то полсантиметра в длину и полсантиметра в ширину. Вот так немножко раскатаем, сделаем вырезку немножко больше. Теперь нам нужно нанести легкую текстуру на лепесток. Я использую универсальный вайнер. Вы можете также использовать любой вайнер с похожим оттиском. И теперь переносим это на мягкий мат. Теперь приступаем к самому главному. Будем вытягивать лепесток колокольчика. Ставим вырезку в удобное положение, так чтобы нам было удобно работать. Вот начинаем, немножко отступаем от края, оставляем несколько миллиметров, отступаем и вытягиваем. Нажимаем и тянем вперед. Растягиваем вот эту часть. Вот и у нас получится конец лепестка колокольчика, как бы такой. Сделали один, сразу же рядом делаем следующий уголочек. Вот нам нужно сделать 4 лепестка, вытянуть. Последний уголочек, когда вытягиваем, оставляем еще небольшое расстояние до конца вырезки. Вот тоже несколько миллиметров там. Вот, посмотрите, в итоге у нас получается прям как юбочка. И теперь что мы делаем? Загибаем и вот эти стыки накладываем друг на друга. Нужно слегка зажать пальцами, чтобы оно держалось до того момента, пока мы его не зафиксируем стеком. Внимание! Видите, там, где у нас есть соединение двух стыков, ставим стек на это место, там мастика более плотная. И теперь на том месте мы делаем еще один уголок, вытягиваем. Таким же способом слегка нажимаем, и мы его растягиваем. Тянем вперед, делаем еще один уголок, конец лепестка. Сильно давить не нужно, аккуратненько, чтобы не испортить цветок. И теперь смотрим с обратной стороны. Вот видите, здесь виден еще шовчик, поэтому обратно кладем на мат и изнутри ставим стек именно на этот шов и также легонько прижимая, вдавливая мастику, чтобы этот стык сгладить. Теперь берем подходящий инструмент шарик, нам будет на нем удобно работать. Отрезаем то, что у нас откаталось. И делаем наверху 4 защипа. Вот делаем такой как бы квадратик, защипываем с 4 сторон.
Теперь нам нужно срезать кончик каждого защипа. Только кончики срезаем. И теперь сверху мы защипываем вот эти все стороны к центру. В то же время аккуратненько прижимаем к шарику и как бы сглаживаем все неровности. Делаем основание для колокольчика. Теперь после этого нам нужно немножко подправить лепестки. Вот тоже с помощью стека слегка вытягиваем их наружу. Выгибаем немножко. Ну вот, в принципе, цветок почти у нас готов. Теперь аккуратненько берем его. Нам нужно насадить его на пестик, на сердцевинку. Смазываем кондитерским клеем только внизу. Протыкаем проволокой по центру и затягиваем вовнутрь. Также теперь хорошенько фиксируем только снизу, вот там, где вот у основания колокольчика, только там фиксируем. Посмотрите крупным планом, и вот здесь вот в итоге у нас должно получиться вот такое основание для чашелистника. На данном этапе вот эти заготовки также нужно оставить подсушиться, чтобы они прочно держались на проволоке. Итак, у нас уже готовы два вида бутона и колокольчик. И сейчас нам надо будет затонировать бутончики. Берем краситель салатовый, проходимся у основания бутончика, больше тонируем между защипами. Таким методом тонируем все наши бутончики. Теперь для этих бутончиков нужно сделать чашелистики. А сейчас будем использовать салатовый оттенок. Я покажу два способа. Вот первый способ. Берем небольшое количество и скатываем вот такую капельку. Теперь капельку разрезаем на две части, но одну часть делаем больше, а другую часть немного меньшую. Слегка пальцами сплющиваем. И теперь меньшую часть разрезаем пополам, а большую часть еще на три части. Вот теперь у нас получается 5 маленьких листков чашелистика. Вот немножко нужно подровнять, распределить листочки чашелистика равномерно. Смазываем клеем только снизу у основания. Протыкаем проволокой по центру и подтягиваем вверх. Прижимаем пальцами. Фиксируем основание чашелистика на проволоке и немножко опускаемся вниз. Итак, еще с помощью стека сымитируем стыки между листками чашелистика. Вот такой чашелистик у нас должен получиться. И еще покажу другой способ. Отщипываем небольшие кусочки. И из этих кусочков скатываем такие маленькие хвостики, как мы делали в начале. Делаем вот таких 5 хвостиков. Теперь каждый хвостик нам нужно немножко расплющить. Немножко буквально, вот слегка прижимаем и немножко расплющиваем. И теперь приклеиваем. Смазываем клеем у основания колокольчика. Берем по одному лепестку и клеим чашелистик. Приклеиваем каждый листочек отпечатком к колокольчику. Подклеиваем по очереди, чтобы они были равномерно расположены под колокольчиком. Хорошенько прижимаем у основания и пальцами фиксируем на проволочке. И делаем вот такой чашелистик и основание чашелистика.
Еще немножко пройдемся стеком, сделаем разделение на листки. Вот так оно все выглядит. Делаем нужное количество колокольчиков и бутончиков. И все ставим на сушку, чтобы все хорошо зафиксировалось. А после этого можем собирать веточку. Для одной веточки я взяла 3 цветка и 2 бутончика. Берем проволоку номер 24, разрезаем пополам. Берем стрейч-ленту салатового цвета. Отрываем небольшой кусок и разрезаем пополам, для того, чтобы вверху у нас стебли были тонкими. Теперь каждый колокольчик, а также бутончики нужно обвернуть лентой приблизительно 1 сантиметр, 1,5 сантиметра длиной. Наверху у нас будет один открытый колокольчик и один бутончик. Наматываем стрейч-ленту на колокольчик. Прокручиваем где-то сантиметра 2. Теперь сюда прикладываем отрезок от проволоки. На ней мы будем формировать стебель и скручиваем стрейч-лентой. Немножко ниже. И теперь сюда приставляем один бутончик. И берем другой колокольчик. На него тоже наматываем стрейч-ленту где-то 1,5 сантиметра и отрываем. Приставляем к стеблю немного ниже. И начинаем наматывать стрейч-ленту, где голая проволока. Берем еще один отрезок стрейч-ленты, но уже целый, не режем пополам. Чтобы стебель получился одинаковой толщины, подкладываем отрезанную проволоку в стебель и наматываем стрейч-ленту. Делаем еще раз то же самое. Отрезаем лишнее и подкладываем к стеблю. Прокручиваем стрейч-лентой. И так до конца завершаем нашу веточку. Вот, веточка уже готовая. Теперь мы расправим все цветки. Вот, у меня получилась вот такая веточка. А до этого я делала еще вот такую веточку. Видите, они все разные. Так что ветки колокольчика можно формировать по-разному. Но приблизительно в каждой ветке по 3 колокольчика. И теперь переходим к тонированию. Для тонирования я использовала оливковый цвет, желтый, терракотовый и темный зеленый. Листья чашелистика мы тонируем желтым. Можно даже с 2 сторон. Это нужно сделать на каждом цветке. Основание чашелистика под колокольчиком или под бутончиком тонируем оливковым цветом и темным зеленым. Делаем такой плавный переход от чашелистика из мастейки на проволоку. А сам стебель делаем светлее. Проволоку стрейч-лентой тонируем желтым. И терракотовый используем только для колокольчиков на кончик листка чашелистика. Ну вот, мои колокольчики готовы. По-моему, получилось неплохо. Цветок колокольчик прекрасно сочетается с другими цветами в композиции. Такими веточками эффектно можно украсить торт.
Надеюсь, что этот видеоурок вам понравился и будет для вас полезным и познавательным. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. На этом всем говорю до свидания и до новых встреч!